Украина делает первый шаг в НАТО. Будет ли продолжение атак по Йемену и ситуация в Эквадоре? Кто одержал победу в необъявленной войне? Обо всем этом расскажу подробнее в эфире Нехта. Самые важные и интересные новости. Украина и Великобритания подписывают договор о гарантиях безопасности. Мы хотим послать сильный сигнал поддержки украинскому народу, но также и сильный сигнал поддержки, чтобы президент России Владимир Путин понял, что мы никуда не уйдем. Я здесь с одним четким посланием. Соединенное Королевство поддерживает Украину. Какие самолеты нужны Киеву и чего боятся россияне больше всего? Потрібна сучасна авіація, яка має обладнання для застосування і використання найсучаснішого озброєння. Гуманитарная катастрофа в Газе. Что поможет ее избежать? В обычные дни мы принимали максимум 300 пациентов в день, а теперь принимаем 1000. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии, не забывайте подписываться на канал. Это важно, ведь тогда YouTube показывает наше видео большему количеству людей. Поехали. Командование оккупантов не достигло поставленных целей. Противник продолжает наступать на нескольких направлениях, но в целом зимняя кампания, можно сказать, провалена. Об этом говорит командующий сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Они не раз определяли для себя сроки захвата тех или иных населенных пунктов, выходы на определенные рубежи, а потом их переносили. Эти задачи у них действительно провалены. Активна дискусія йде, яка нам авіація потрібна. Я вам можу сказати так, що нам потрібна сучасна авіація, яка має обладнання для застосування і використання найсучаснішого озброєння. В першу чергу далекобійних керованих ракет. Це по-перше. Ну і по-друге, нам, звичайно, мені, як командуючому угруповання, потрібна авіація для підтримки дій піхоти наземних військ. Це штурмова авіація. Я думаю, шанси завжди залишаються. Треба просто їх знайти і використати. Тому що неможливо все перекрити військами, неможливо створити скрізь потужну оборону, тому що все рівно будуть якісь ділянки, які найбільш укріплені, а інші ділянки будуть найменш укріплені в силу своєї там ландшафта, там важливости. А в эстонской разведке заявляют, что главной целью России на этом этапе является истощение систем ПВО. Глава разведцентра сил обороны Эстонии отмечает, что россияне пытаются наносить удары по аэродромам, а это означает, что они боятся поступления F-16. Снегопады ограничивают эффективное использование беспилотников. Танковые подразделения вкапываются и используются как артиллерия. А из-за гололеда для перемещения на позиции используется только гусеничный транспорт. Основным направлением для российских войск является город Авдеевка, вокруг и внутри которого продолжаются бои, но который российской стороне до сих пор не удалось окружить полностью. Украина и Великобритания подписали договор по безопасности, который будет действовать до вступления Украины в НАТО. Договор подписали президент Украины и британский премьер-министр во время визита Риши Сунака в Киев. Этот договор стал первым среди соглашений о безопасности, которые Украина должна подписать на пути к НАТО. Таким образом, должны подписать договоры со всеми членами Альянса. К тому же премьер-министр объявил о крупнейшем пакете военной помощи Украине на сумму порядка $2,5 миллиарда. Мы являемся одним из самых значительных сторонников Украины, особенно когда речь идет о предоставлении военной помощи. Я рад быть здесь сегодня, чтобы объявить об увеличении помощи, которую мы предоставляем. Помощь, которую мы уже предоставили, рассчитана до начала этого года. Поэтому мы действуем заблаговременно, до истечения срока ее действия, взяв на себя новые обязательства в размере $2,5 миллиардов фунтов. Мы хотим послать сильный сигнал поддержки украинскому народу, но также и сильный сигнал поддержки, чтобы президент России Владимир Путин понял, что мы никуда не уйдем. Я здесь с одним четким посланием. Соединенное Королевство поддерживает Украину. В конце встречи Владимир Зеленский выложил видео. Великобритания не планирует новых ударов по территории Йемена, об этом говорит министр вооруженных сил страны.
Вооруженные силы нашей страны и служащие, которые работают вместе с ними, отлично справились с планированием этой миссии. В ней было много риска. На данном этапе это только первоначальная оценка боевого ущерба, но она указывает на то, что обе цели, которые преследовала Великобритания, были успешно уничтожены. Но будет проведена более официальная оценка боевого ущерба с использованием средств, которые не принято обсуждать СМИ. Но у нас есть уверенность, что цели, которые мы намеревались поразить, были успешно уничтожены. Я напомню, в ночь на 12 января Соединенные Штаты Америки совместно с Великобританией и группой союзников нанесли серию ударов по территории Йемена, а именно по базам и местам расположения йеменских хуситов, которые сделали судоходство в Красном море практически невозможным и точно небезопасным. Вооруженные силы Эквадора провели операции против террористических групп. Банда Лос-Лобос и мафия Лос-Лагартос были ликвидированы в результате операции по обеспечению безопасности. В ходе этих действий было изъято много огнестрельного оружия и арестовано 14 человек. Мы задержали много людей. В ходе 3 операций было задержано 14 человек. Одна из них прошла в Гуаясе, где была ликвидирована террористическая банда по имени Лос-Лобос. В ходе этой операции была задержана женщина, на которую не было заведено уголовное дело. Было изъято 8 единиц огнестрельного оружия, 2 длинноствольных и 6 короткоствольных пистолетов. Было изъято большое количество боеприпасов различного калибра, как для длинноствольного, так и для короткоствольного оружия. Резкий всплеск насилия на этой неделе в Эквадоре, включая штурм телеканала в прямом эфире, необъяснимые взрывы в разных городах и похищение полицейских, похоже, стал ответом на планы нового президента по борьбе с бандой. Сильные бомбардировки, ограничения на передвижение и перебои со связью делают практически невозможной регулярную и безопасную доставку медикаментов по всей территории Газы, особенно на севере. К нам поступает невообразимое количество больных. Больница не может вместить такое количество пациентов. В обычные дни мы принимали максимум 300 пациентов в день, а теперь принимаем 1000. При этом в больнице всего 9 коек, а 9 коек не могут принимать 1000 пациентов в день. В то же время премьер-министр Израиля заявляет, что в процессе операции армия делает все, чтобы защитить гражданских. И не спровоцировать развитие гуманитарной катастрофы. Израиль борется против террористов Хамас, а не против палестинского населения, и мы делаем это в полном соответствии с международным правом. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии, не забывайте подписываться на канал, это очень важно. На этом все, до встречи и хороших вам новостей.